Всем здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как вязать крючком вот такие носочки простые, справится даже новичок. Резиночку я вязала вот такую, но вы резиночку можете уже придумать сами, либо я оставлю ссылку в описании. Уже я вязала такую резиночку и манжеты. Вот она такая, как манжета резиночка. В общем, ну что, приступаем. Значит, у нас носочек вяжется от мыска, потом мы пойдем с вами вверх и будем отдельно вязать пяточку. После как пяточку мы с вами свяжем, мы перейдем на верхнюю часть нашего носочка, и в конце у нас останется только резиночка. Ссылка будет в описании на резинку. Итак, пряжа абсолютно любая, ну, конечно, тут уже вы сами под себя будете подстраивать. У меня обычный акрил. Делаем кольцо амигуруми, одну воздушную петлю подъема, и теперь в это колечко нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Затянули наше колечко, и теперь сразу в первую петельку мы провязываем 2 столбика без накида в первую петлю, и отметим нашу первую петельку маркером, чтобы не потерять круг. Круг у нас будет вязаться просто без петлей подъема, чтобы не было видно вот этих вот переходов. Будет простой круг. Теперь в каждую петлю мы провязываем по 2 столбика без накида. Теперь следующий у нас второй ряд. Идет сразу в первую петельку у нас прибавка, 2 столбика, да, в одну петельку. Ставим в первую петлю маркер. И теперь следующая петля у нас идет один столбик без накида. В следующую петлю у нас идет 2 столбика без накида. И потом в следующую петлю мы будем провязывать 1 столбик без накида. Таким образом мы этот круг чередуем: прибавка и 1 столбик без накида, прибавка и 1 столбик. Итак, следующий третий ряд у нас идет прибавка и 2 столбика без накида. В первую петельку мы провязываем 2 столбика без накида, это и есть у нас называется прибавка. Ставим в первую петлю маркер, и теперь провязываем 1 столбик, и в следующую петлю 2 столбик, а в следующую петлю мы провязываем прибавку. Таким образом до конца круга мы чередуем прибавка и 2 столбика без накида, прибавка и 2 столбика. Теперь следующий у нас четвертый ряд. Первую петлю прибавка, 2 столбика без накида. Возвращаем наш маркер. И теперь дальше у нас идет 3 столбика по одному, да. 1, 2, 3. И в следующую петлю у нас идет прибавка. Таким образом, этот круг мы чередуем прибавка и 3 столбика без накида, прибавка и 3 столбика без накида. Следующий пятый ряд
я провяжу уже без прибавок. Пока только 5-й ряд без прибавок. Вы уже на этом этапе можете примерять, его сгибаете как бы пополам и подводите к своим ножкам, где пальчики, и проверяете, хватает ли вам, потому что ноги у всех разные, у кого-то шире, у кого-то уже, поэтому здесь мы смотрим по пальчикам, хватает ли нам. 5-й ряд у нас без прибавок. Сейчас покажу, сколько у меня уже получается в сантиметрах. В сантиметрах у меня получается около вот 5,5 где-то. 5-й ряд мы провязали без прибавок. Теперь 6-й ряд мы будем провязывать прибавка и 4 столбика без накида. Прибавка и 4 столбика без накида. Следующий у нас ряд 7. С 7 по 12 мы вяжем просто вверх без прибавок. Опять-таки примеряйте, провязали немножко, примеряйте на себя, потому что идут у нас у кого-то более короткие пальцы, у кого-то более длинные пальцы, поэтому здесь нужно опять-таки примерять вот эту вот часть для того, чтобы сейчас мы доходим после пальчиков до шишки. 13 ряд я провязываю прибавку и 5 столбиков без накида, потому что здесь у нас место идет расширение на ноге, чтобы сидел наш носочек хорошо по ножке, где у нас широкая часть. У кого-то есть косточка, поэтому здесь уже смотрим. Здесь вам, допустим, провязали 13 с прибавкой, можете провязать 14 с прибавкой, да, чтобы у вас уже сел носочек хорошо. 13 ряд я вот провязываю прибавка и 5 столбиков без накида. Четырнадцатый, 15, 16 ряд я буду провязывать без прибавок. Как бы мы идем на удлинение. Теперь 17 ряд я буду провязывать прибавка и 6 столбиков без накида. Прибавка и 6 столбиков без накида. Потому что у нас идет, учитываем подъем, да, после широкой части ноги чуть дальше у нас идет подъем, поэтому каждый опять-таки смотрит по своей ноге, есть у вас этот подъем или нету этого подъема, поэтому нужно вам прибавку делать или не нужно. Итак, вот что у меня уже получается. И теперь мы будем вязать просто высоту до почти как бы до начала нашей пяточки. Значит, я провязываю с 18 по 34 ряд без прибавок. Вот. Носочек мы одеваем и проверяем, да.
Просто сейчас будем вязать до этой части в высоту. Обязательно все свои размеры учитывайте, подъемы, косточки. Вот я провязала 34 ряда, и теперь мы будем с вами вязать уже, будем идти только к пяточкам. Отмечайте вот здесь вот сразу, где у вас, да, вот эта вот часть пяточки. Я сейчас покажу примерно, как она вот, ее нужно отмечать. Мы наше вязание складываем пополам от нашего маркера. Хорошенько, чтобы вот делилась наша часть пополам. Таким образом. И теперь спереди, буквально не намного, отмечаем маркером. Вот таким образом. Я петли не считаю здесь, просто отмечаю вот так вот переднюю часть. У нас задняя получится пяточка. Вот так, чтобы было одинаково, не сильно вперед и не чтобы сзади, как бы немножко должно быть закругление. Теперь вот этот ряд снимаем наш маркер, нам он больше, начала ряда нам не нужно. Провязываю 1, 2 до маркера, 3, 4, 5. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем наше вязание. Сразу в первую петельку провязываю столбик без накида. У меня до следующего маркера получается где-то 31 петля. Провязываем просто 31 столбик без накида до следующего маркера. Здесь нет расчетов, не бойтесь, ничего такого здесь страшного нету. Если вы возьмете больше или вы возьмете меньше не советую брать, тогда у нас просто пяточка, как бы, если вы бы сделали тапочек, получится, что у нас как бы пяточка будет спадать. Поэтому мы берем в закругление, да, вперед ставим маркеры для того, чтобы у нас как бы наша пяточка была вот этой вот такой вот высокой. Тапочек будет такой высокий, и тогда он будет держаться на ножке. Его можно будет просто обвязать. В дальнейшем вы также это поймете. Его можно будет просто обвязать и все, и носить просто тапочки. Дошли до нашего маркера. Маркеры можно снять, убрать, они нам больше не нужны. Делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Сразу в первую петельку также провязываем столбики без накида. Сейчас у нас будет идти столбики без накида, просто туда-обратно, пока нам не хватит до нашей пяточки. Вот смотрите. Я провязала, где-то вот у меня получилось 19 рядов, но у меня размер я вяжу на 40-41. Старайтесь немножко как бы подтянуть, потому что в итоге у нас все равно носочек, он в итоге в носке растянется. Поэтому не старайтесь прям, чтобы он был в свободном состоянии. И нашу пяточку мы с вами просто ее вот так вот провяжем. Соединяю наши части. Вы считаете, как будто вот как вы когда вещи шьете, да, с внутренней частью, да, мы сшиваем. Поэтому здесь в вязании у нас точно так же, чтобы с внешней стороны у нас это не было видно. Соединяем мы за 2 петли с одной стороны и с другой стороны, и делаю просто соединительные петли. Одну петлю с одной части, одну петлю с другой части и соединяем. Таким образом вяжем до конца.
Теперь здесь в конце я вообще обрываю ниточку и начинаю вязать сверху, вот здесь вот сначала, да, ряда. Но вы, если не хотите обрывать ниточку, ее можно не обрывать. А сейчас покажу вам, как ее можно будет просто провести через нашу пяточку. Просто так будет чуток толще. Поднимаемся наверх обратно такими же соединительными петлями. За любые петельки вот так вот цепляемся и поднимаемся наверх, чтобы ниточку не обрывать. Ну, тогда пяточка будет чуток потолще. Я так не делаю, я лучше ниточку обрываю и уже буду вязать заново. Нам осталось связать вот этот подъем. Вот, кстати, уже на этом этапе у нас готовый тапочек. Вы можете просто обвязать его и все, и носить. Такой вот простой вообще мастер-класс. Дальше уже с рисунком можете сами варьировать. Сделала ниточку, поставила, и теперь в каждую петельку провязываю столбики без накида. Доходим до места, где у нас начинались разворотные петли. Это наши, как бы, да, когда мы вязали пяточку и наш подъем. Доходим до этого места. Мы с вами дошли до этого места, где у нас пяточка начиналась, да, и теперь мы нашу пяточку и следующую петлю нашего подъема мы делаем, как бы убираем одну петельку сбоку для того, чтобы носочек сидел более по ножке. Если у вас подъем сильный, учитывайте это. Возможно, вам даже и не нужно будет. Вы одевайте тапочек и мерьте на себя. Я убираю, потому что подъем у нас спереди, а по бокам у нас получается как бы сужение, да, на ножках. С этой стороны точно так же мы делаем. Дойдем до места и сделаем одну убавку. Одну петлю мы берем со стороны подъема, одну петлю мы берем со стороны нашей пяточки. Раз, и следующую два, и провязали вместе. Теперь также провязываем до конца. Считайте петли обязательно вот этой боковой части, где вы с той стороны сделали убавку. У меня это получилось по 15 петель, боковая часть 15. Потом я сделала вместе 16 и 17, потом еще у меня получился, где подъем 15 петель, опять я сделала 2 вместе, и еще вот эта часть боковая у меня также получилось 15 петель. Дошли до конца, и теперь также без петлей подъема я продолжаю вязать, но здесь мы ставим маркер, чтобы не потерять, где у нас в принципе начало ряда, потому что дальше мы будем еще вязать просто высоту, и вот эти вот начальную эту петлю просто не потерять, чтобы не было такого какого-то сильного сдвига. В этом ряду я также сделаю по бокам убавку еще. Буквально мы убрали 4 петельки. Если вам не нужно их убирать, значит не убирайте, просто вяжите вверх без убавлений.
Вот таким образом мы обвязали с вами тапочек. Его уже можно, в принципе, носить. И теперь мы просто провязываем столбики без накида по кругу. У меня это получилось 9 рядов. Вяжу теперь резиночку. Ссылку, опять-таки, я оставлю в описании. Как я вяжу такую резиночку, она, в принципе, знаете, на что я, как сказала, похожа на манжет. Очень такая не сильно растягивается и хорошо такая как бы плотненькая, хорошо держится, сидит на ножке. Вот что мне нравится. И она получается не из этих выпуклых столбиков, как бы, да, с накидом, что она такая получается не броская и хорошо сидит на ножке. Обязательно примеряйте тапочки на себе. И теперь я просто свою резиночку также сошью. Вы можете резинку вязать, если сами какую-то придумали, можете вязать ее просто по кругу, а можно вязать такой, как я вяжу туда-обратно вязала. И все, соединю нашу резиночку, и наш носочек готов. Вы можете сами уже по этому мастер-классу вам будут понятны элементарные вещи, как вязать носочек. И уже рассчитываете, где у вас, да, примерно, где у вас пяточка, где у вас будет верх вашего носочка. Вверх носочка уже можете придумывать, вязать каким-то узором. Можете найти узор и просто придумать верх с узором. Вот такой носочек у нас получается. Это самый простой вариант, абсолютно вот самый простой вариант. Если вы будете вязать на заказ носочки или своим внучкам, там, детям, то обязательно учитывайте это: высота пальцев, ширина ножки, где шишечка, сам подъем, длина самой стопы. В общем, все учитывайте. Вам легких петелек, приятного вязания. Подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет приятно. Вот мои тапочки для дочки. Что непонятно, в комментариях спрашивайте, обязательно всем отвечу. Если что, пишите в инстаграме, там могу быстрее ответить. Всем пока-пока.